Привет-привет! Я продолжаю тему фалопластики. На этот раз я расскажу вам про руку. Если вы выбрали хирурга, и я вам очень-очень настоятельно советую, и буду это повторять, выбирайте хирурга тщательно. Попробуйте, если есть возможность, прийти сначала на разговор и поговорить, уточнить все тонкости процедуры, сколько шагов предлагает конкретный хирург, сколько примерно он возьмет, какой кусок кожи, неважно откуда, он возьмет, какой нерв он соединяет к какому нерву, какая ожидается у его пациентов чувствительность, как он делает неоуретру, ваш новый мочеиспускательный канал, как долго вам придется носить катетер, придется ли носить, при фалопластике нужно 2 или 3 недели ходить с катетером, который проходит через живот, для того, чтобы сначала фалопластика зажила. Вот. Какие-то врачи делают мочеиспускательный канал позже. Сначала сам фалос, а потом он раскрывается и вставляется трубка новая, которую скрутили из кожи откуда-то еще, из живота или из руки, например. Каждый хирург делает по-своему, и поэтому спрашивайте хирурга, контактируйте других парней, которые оперировались уже у конкретного хирурга, если у вас есть такая возможность. Лучше всего так, чем если вы пойдете просто, ляжете под нож, проснетесь, потом и у вас окажется совершенно не то, что вы ожидали. И это какой-то, нередко случается такая послеоперационная депрессия. И я никому ее не желаю, поэтому сначала информируйтесь. Никто вас никуда не торопит. Это очень большая операция, и не одна. Это очень большая нагрузка на организм. Вот такое дико длинное вступление. Хотел я рассказать вам про руку. Значит, если вы выбираете руку как донор, так сказать, для вашего члена, то, скорее всего, вам посоветуют взять левую руку. Почему? Потому что это ваша недоминантная рука, если вы не левша. Если вы левша, вам предложат взять правую руку. Потому что вашей доминантной рукой вы пишете, вы едите, вы чистите зубы, вы потираетесь, вы делаете все. И вам на какое-то довольно долгое время придется все это делать левой рукой. И это очень тяжело, потому что и так у вас достаточно проблем с вашей рукой, которая болит, и вам сложно ходить, вам сложно сидеть и так далее. И, в общем, не советуют иметь еще и дополнительные проблемы из-за того, что у вас ваша доминантная рука как раз не рабочая. Но если ваша недоминантная рука в шрамах, татуирована, или по каким-то другим причинам вы не хотите, чтобы брали эту руку, а хотите, чтобы взяли вашу доминантную руку, то спросите вашего хирурга, согласен он на это или нет. В основном, почему бы им не сказать «да», все-таки это ваше тело, а им-то, по идее, все равно. Я в своем случае хочу все же взять правую руку, хотя я правша, потому что у меня на правой руке здесь нифига нет вен видимых. А на левой руке у меня очень клевые вены. Вот их даже видно на камере. Вот я буквально, я сжал кулак, и видны сразу клевые 2 вены. И я, будучи транс-мужчиной, с периодичностью как минимум 2 раза в год сдаю кровь. И это очень тупо, когда они ищут и не могут найти, где же эта вена, и потом, наконец, находят, она у них выскользает и так далее. Подобное. Я просто хочу сохранить себе мою вену или мои 2 вены на левой руке. Итак, у вас возьмут какой-то кусок кожи из руки, он будет находиться здесь или, может быть, пониже. Опять-таки, обязательно разговаривайте с хирургом, или с разными хирургами желательно, спрашивайте, какой конкретно кусок кожи они возьмут и почему, пусть объяснят.
Потому что дело в том, что, с одной стороны, как бы если брать пониже, то это вроде бы здорово, здесь больше и кожи, и под кожей жир, и вроде бы здесь и пошире, и, может быть, получится больший результат. Вот. Но с другой стороны, я так понимаю, что если брать здесь повыше, то они как-то лучше с этой кожей могут работать, и там нервов больше, мелких, и сосудов. Но это не точная информация, поэтому узнавайте. Вот. Значит, берут кожу и все, что под ней, до мышцы. Все, что под ней, означает, берут один нерв, у вас в руке два нерва, берется один нерв, по-моему, тот, который ближе к большому пальцу, и как повезет, они смотрят, сколько вен. Бывает так, что берется одна вена, бывает так, что две, а по-моему, я слышал даже, что даже три. Чем больше они возьмут, тем лучше, тем больше вероятность, что ваш фаллос будет хорошо кровоснабжен. И не случится, не дай бог, некроз. Но в вашей руке, конечно, тоже нужны вены, поэтому, наверное, лучше, если возьмут, если у вас, например, 4 вены, если возьмут 2, 2 оставят. Вот, так что консультируйтесь, узнавайте, спрашивайте. Что надо сделать? Надо желательно эту руку, ту руку, которую вы возьмете, значит, для этого проэпилировать или сделать лазерное удаление волос. И эпиляция, это называется игловая эпиляция. И в том и в другом случае нужно несколько посещений того места, где вам это будут делать. Это иногда делают клиника, иногда косметические салоны. И что происходит? Значит, лазер работает так, что у вас чем темнее волосы, тем лучше лазер их как бы будет удалит. А если это игловая эпиляция, то цвет волос не важен. Вот. Это важно для того, удаление волос предварительное важно для того, чтобы, в частности, новый мочеиспускательный канал был без волос, потому что иначе, могут быть осложнения, когда волос растет, он там врастает под кожу и может срастись и закупорить, собственно, мочеиспускательный канал. Ну и в частности, это косметический эффект, конечно, имеет. Но с другой стороны, волосы на члене, это, конечно, не очень-то, но говорят, что они, в принципе, такие очень-очень хлипкие, обламываются, и можно их эпилировать, там, я не знаю, кремом пользоваться эпилирующим. Либо можно просто потом, когда уже все готово, все заросло, потом избавиться от волос. Все возможно, так что не печальтесь, если у вас как бы уже вот-вот скоро операция, а вы не удалили волосы. Самое важное – это чтобы не было волос в новом мочеиспускательном канале. Вот. Но и если они там есть, если их немного, это может быть и не так страшно. Вот, значит, у вас взяли, значит, кожу отсюда с тем, что под ней, и для того, чтобы закрыть эту руку, берется кожа с другого места. Разные хирурги делают по-разному. Какие-то хирурги берут полноценную кожу, например, из ноги. Либо берется кожа из вашей задницы, и там прямо под булочками получаются такие швы. И их, в принципе, никто никогда не видит, это очень клево. Вот. Но так в Германии, к сожалению, не делают, так делают в Англии, а я буду делать в Германии. Вот. Значит, в Германии берется неполноценная кожа, берется из ноги, неполная кожа с слоем жира под ней, которым, получается, рука закрывается, и потом вот какая была, такая и есть. Конечно, видно, что там другая кожа, и она будет такая немножко волнистая, и видно, что это шрам, и она бывает неравномерно ложится, но, в принципе, преимущество лицо не будет ступеньки, такой вот ступеньки, как, может быть, вы в каких-нибудь блогах уже видели или фотографиях. Но в Германии берется тонкая, самый верхний слой кожи из ноги.
ее буквально соскабливают. Она такая тонкая, что через нее можно вот насквозь видеть. И ее вот эту тоненькую кожу просто накладывают, так делают при ожогах тоже, накладывают на вашу рану образовавшуюся, и так какой-то сеточкой как бы вот закрывает, и в итоге она такая вся в ромбовидную сеточку. Я спросил моего хирурга, почему они делают так, они полноценную кожу берут. Он сказал, что у них с этим лучший опыт. Есть вариант после того, как у вас уже эта операция была, сделать потом впрыскивание жира под эту кожу, для того, чтобы сгладить эту ступеньку. Еще можно сделать татуировку сверху. Еще можно не заморачиваться и уж есть как есть. Лично я думаю, что, я просто доверяю этим врачам и иду к ним по той причине, что мне нравятся результаты. А этот минус как бы я просто принимаю. К тому же, значит, с чем нужно, что еще нужно знать о руке? Нужно знать, что какое-то довольно долгое время у вас будет ограничено движение руки. Вы не сможете вот так делать. Или вот так вот легко поворачивать руку, причем кожа будет оставаться. Она будет сжимать вашу руку довольно сильно, как если бы вот кто-то вот схватил ее. Да, вот так вот двумя руками схватил вашу руку, и вы сначала так вот только чуть-чуть сможете двигать рукой. Это не такая страшная беда, потому что можно и нужно будет делать физиотерапию. Это, значит, упражнения на руку. Есть, можно посещать, значит, специальные места для этого и делать упражнения, массировать. Вот, со временем будет лучше. Еще нерв, который забрали, скорее всего, который будет вести к большому пальцу, он отсутствует, и, соответственно, большой палец будет онемевшим, или даже часть руки, какое-то довольно долгое время. Но не навсегда, потому что нервы со временем растут и делают новые соединения, и ощущения должны вернуться. У большинства людей они полностью возвращаются, так же, как и у большинства людей полностью движение руки возвращается. Вот, это особенно интересно людям, которые играют на каком-то инструменте, да. В частности, кстати, это тоже причина, почему я хочу взять правую руку, потому что я играю на гитаре, и мне вот движение, вот это микродвижение, или как это называется, левой руки как бы важны очень. А правой рукой, вроде. Конечно, там можно и так играть, но вот, да. Еще, что я слышу, вижу в блогах ребят, они какое-то долгое время не могут нормально сжимать кулак, или отжиматься, или вообще что-либо вот так вот поднимать. Им больно. Но я вспоминаю мастектомию. Любой шрам, он болит. И здесь у вас очень большой шрам, и здесь у вас как бы вы пытаетесь как-то сжать, и понятно, что это больно. Это проходит. У большинства проходит полностью, и просто нужно это знать и быть готовым к этому. Это может быть долго, это может долго не проходить, это месяцы, а то и годы. Я бы настраивался так примерно на 2 года. Просто как каждое тело своеобразно, я вижу по себе, что после первой операции мастектомии должно было пройти где-то 1,5 года, 2 года, прежде чем я мог сказать, что да, я полностью могу двигать там кожу во все стороны, и мне не больно. Понятное дело, восстанавливание – это довольно долгий процесс, просто будьте к этому готовы, а главное, информируйтесь побольше. Появляются русскоязычные блогеры, влогеры на YouTube, есть группы ВКонтакте, информируйтесь. Не идите просто так на операцию, просто потому что вы услышали, что какой-то хирург делает неплохо или просто делает. Спасибо за внимание и до следующего раза.